Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика «5 минут с искусством». С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как говорил Пауль Кле, живопись воссоздает не то, что мы видим, скорее она заставляет нас видеть. Да, в 70-х годах прошлого столетия, 20-го, Джон Бёрджер написал свой знаковый труд «Искусство видеть». В нем он говорит о способности ясно воспринимать искусство, которое достигается посредством развития навыка видеть по-настоящему искусство и анализировать его. Да, между прочим, жизнь современного человека окружена таким количеством звуков и разных визуальных образов. Удивительно, что мы вообще можем что-то воспринимать, эту информацию как-то, а уж тем более воспринимать современное искусство, мне кажется, просто за гранью фантастики. Но в то же время, как все-таки разбираться в нем, как увидеть актуальные, отличить произведения от неактуальных произведений искусства? Ну, попробуем разобраться, в том числе и учитывая то, о чем писали умные люди. Так. Если мы говорим о традиционном искусстве, классическом, да, то там, в принципе, все понятно. Много чего написано, много чего сказано, но и воспринимать фигуративную, как правило, живопись намного проще. Когда речь идет о современном искусстве, то здесь нужно иметь два момента. Во-первых, ландшафт современной живописи действительно крайне разнообразен и постоянно меняется. Ну, как и меняется наша жизнь ежедневно, если уже не сказать ежечасно. Плюс современные художники могут вдохновляться чем угодно. И в качестве материала для своих произведений тоже использовать все, что угодно. Человеку, который далек, в принципе, от искусства, да и вообще нормальному человеку, иногда бывает очень сложно это воспринимать. А второй момент связан с тем, как говорят психологи, что большинству людей, в принципе, очень тяжело воспринимать современные им явления. Возможно, потому что в этих явлениях, в том числе и в современном искусстве, отражаемся мы сами. А, как правило, люди не бывают довольны ни временем, в котором они живут, ни ими самими. Поэтому, чтобы осознать, воспринять, что такое современное искусство, которое сейчас, да, мы говорим об искусстве современном, которое создается, ну вот, в наше с вами время, должно пройти время. Ну, как говорится, лицом к лицу лица не увидать, и большое видится на расстоянии. Да, именно так, именно время все расставляет по местам, отделяя шедевры от обычного творчества и вообще произведения искусства от обычного творчества и великих художников от всех остальных. Хотя, конечно, если художник гениальный, это сложно не заметить, хотя трудно описать словами. Ну, насколько я понимаю, что не только современное, но и традиционное искусство не всегда находит отклик вообще у зрителей. Вот, может быть, есть ли какие-то способы выражения или техники, которые нам помогут лучше понять язык, да, на котором разговаривает искусство? Конечно, нужно понимать, что искусство – это само по себе язык, который меняется со временем и совершенствуется. Если, например, в XIV веке было революционным и шокирующим изображать пространство натуралистично, то есть до этого люди не знали перспективы, да, и если мы смотрим на произведения совсем ранних эпох, мы видим, что изображения совершенно плоские, да, то сейчас зрители может сбивать с толку огромное количество философских концепций, техник и всего прочего, что миксуется, используется, возможно, особо не вдаваясь там в какие-то объяснения для зрителей, да, и человеку, конечно, очень сложно это понимать. Наташа, расскажешь о методе табула раса? Да, конечно, есть такой прием, о котором я тоже прочитала у умных людей, но на самом деле он очень действенный. И я думаю, что каждый из нас, в принципе, интуитивно так и действует. Он заключается в том, чтобы, подходя к любому произведению искусства, смотреть на него как бы с чистого листа, да, как будто ты впервые с таким сталкиваешься. Потому что человеку, в принципе, свойственно отталкивать и отвергать все непонятное и непривычное. Поэтому, если мы примем за константу, да, что вот мы это видим, мы ничего об этом не знаем, но мы очень хотим об этом узнать, потому что терпение и желание узнать нам понадобится как никогда. Получается, чтобы читать, нужно знать алфавит. Конечно. И таким алфавитом в случае с искусством являются наши чувства, ощущения и эмоции. Когда вы встаете перед произведением, ну, как мы, если мы говорим сейчас актуально о
перед произведением современного искусства, которое, на первый взгляд, вам непонятно, да, совершенно, и вообще не знаешь, что об этом думать. Нужно задержаться у него на несколько минут и прислушаться к себе. То есть первый вопрос, который важный, вы должны себе задать: какие ассоциации у меня вызывает это произведение. Неважно, это будут положительные или отрицательные эмоции, это не имеет значения. Возможно, это заденет вас визуально, возможно, это всколыхнет в вас какие-то воспоминания, которые тоже могут быть не совсем приятными. Это все не важно. Важно как бы зафиксировать и осознать то, что вы почувствовали, да, что у вас возникло в вашем сознании. То есть некая интеллектуальная работа, она все же необходима. Конечно, когда мы вот зафиксировали вот это свое первое впечатление, ассоциации, эмоции, все, мы начинаем изучать бэкграунд произведения. Абсолютно у каждого произведения оно есть. То есть история его создания и какая-то информация о нем. Иногда эта информация содержится именно в творчестве художника, да, и очень часто само название нам говорит о замысле автора, то есть что он хотел нам сказать. Можно найти необходимые сведения в истории создания произведения или в месте его создания, там, где и как оно создавалось, при каких обстоятельствах. Помимо прочего, если это выставка или музей, тут могут быть пресс-релизы и описание произведения. То есть на втором этапе, после первого этапа ассоциации, мы именно изучаем информацию, которую нам дают со стороны об этом произведении. Ну и получается, чтобы оценить вот именно это произведение искусства, не нужно быть прям экспертом с ученой степенью, да и вообще времени, мне кажется, штудировать историю искусства сейчас мало у кого есть. Ну, конечно, во-первых, не у каждого есть на это время, а во-вторых, не у каждого даже есть на это желание. И на самом деле в этом нет ничего страшного. Поэтому после этих первых двух этапов ассоциации бэкграунда, да, мы именно начинаем, когда у нас все это улеглось там в голове, мы должны еще раз посмотреть на него повнимательнее. Да. Возможно, нам откроются какие-то новые детали. Может быть, мы что-то не заметили сразу. И эти новые детали нас либо утвердят в нашем представлении, либо опровергнут. И при этом очень важно понимать, что ваши чувства и ваше восприятие – это самый настоящий, самый верный ваш проводник в мир искусства. Потому что бы вам ни говорили другие, да, все же не стоит сильно закапываться в чужих интеллектуальных теориях, а прислушаться к себе. Возможно, вы увидите или почувствуете много больше, чем тот человек, который вот вам что-то об этом рассказал. Ну вот по себе знаю, постояла я в этого произведения, прочитала я о нем, там что-то почувствовала даже, может быть, что-то, но все равно ничего не поняла. Вот что делать? Попытаться еще раз, я же говорила, нам нужно терпение. То есть если мы действительно хотим, то мы это получим, потому что абсолютно любое произведение вызывает в человеке хотя бы примитивные эмоции. Ну так не бывает. Даже то, что нас отталкивает, это же тоже эмоция, правильно? Почему это нас отталкивает? Разве не интересно разобраться? А почему я не могу это воспринять? Почему мне это неприятно? Может быть, за этим скрываются какие-то мои непрожитые страхи неосознанные, может, какие-то комплексы, может, какие-то обиды. Ведь не всегда же и зачастую это не есть главная цель искусства — развлекать. Ну вот как думаешь, что, может быть, взаимодействие с искусством — это больше какой-то интеллектуальный вообще труд, чем, в принципе, удовольствие, да? На самом деле все зависит от вида и характера искусства, потому и даже в интеллектуальном труде, в принципе, можно получать удовольствие, но если вы не сторонник этого, да, и предпочитаете развлекательное искусство, то не нужно как бы себя винить в том, что вам не нравится какое-то там другое, совершенно высокое искусство, потому что на сегодняшний день на выставках можно встретить помимо картин и скульптур все что угодно, да, от каруселей до каких-то мультяшных персонажей. Дело в том, что сегодня в музее, в галереи, выставки вынуждены соревноваться с другими развлечениями за аудиторию. И чтобы привлечь широкого зрителя, они используют самые различные способы, потому что первая задача — это все-таки привлечь людей, а не оттолкнуть, да, заинтересовать.
Другое дело, что художники, которые вот участвуют в таких мероприятиях, они же вынуждены как-то оправдывать свое участие, да, что это вроде, ну, как бы не такое уж серьезное искусство, и придумывают для этого разные теоретические обоснования, которые на самом деле не всегда имеют под собой твердую почву, но зрители они запутывают. В любом случае, представление же о том, что мир искусства – это некая закрытая каста, да, формировалось очень долго, да, и не на пустом месте, у этого есть причины. Но для того, чтобы купить билет в музей или пойти на выставку, не надо быть семипядей во лбу или иметь много денег. То есть это совсем другие вещи. Ну, в общем, насколько я поняла, иными словами говоря, что если искусство нас развлекает, то это совсем и неплохо, да? Почему Конечно, бы не отдаться этому чувству, так конечно, сказать, развлечения, чем искать какие-то глубокие философские Совершенно верно. Если это априори развлекательное искусство, то нужно получать от него удовольствие. Другое дело, что искусство может быть не только развлекательным, оно может быть конфронтацией, оно может быть событием, оно может быть шуткой, оно даже может быть медитацией. Да, мне кажется, что сегодня вообще какая-то грань между искусством, да, и развлечением стирается, и художник все чаще становится объектом какого-то вот перформанса, да, или чего-то действия. Да, во все времена художники должны были зарабатывать на жизнь, и, в принципе, это не мешало некоторым из них создавать шедевры, да, то есть само по себе утверждение голодный художник, хороший художник, мне кажется, априори неверно, потому что все мы люди, и художник такая же профессия, как и все остальные. Поэтому, когда вы смотрите на работы того или иного художника, опять же, прислушивайтесь к себе, это самое важное, это самое главное. Не мучайтесь совестью, если вы чего-то не понимаете. Возможно, вам это и не надо сейчас, может быть, вам это не нужно, вы не хотите в этом разбираться. А может быть, вы сходите на другую выставку или подойдете к другой работе и почувствуете именно то, что это ваше. Потому что каждое произведение искусства имеет своего зрителя. И главное, что нужно понимать, что категория хорошее и плохое искусство очень субъективная. То есть, если, например, художник имел своей целью шокировать зрителя, да, и сделал что-то такое, вызывающее действительно отвращение, он своей цели добился? Добился. То есть это хорошее искусство или плохое искусство? Он же добился цели, которую он ставил. Как это оценивать? Это все очень субъективно. Поэтому каждому зрителю свое искусство, да, в зависимости от вида искусства, что мы хотим получить. Многие ведь идут в музей не за пищей для размышлений, да, за дозой культуры. Вот посмотрите, у нас проводятся выставки, да, регулярно в музее. Эти работы на самом деле всегда висят в музеях. Но как только их собирают в выставку, и все это проходит, что вот там в Пушкинском музее открылась такая-то выставка, и у нас сразу очереди. Одно дело, когда там работы свозят из разных музеев, из разных городов, да, это да. Но большинство же можно просто пойти и каждый день посмотреть. Нужно создать информационный повод для этого. Видимо, да, человек устроен так, что раз это выставка, раз об этом говорят, значит, мне обязательно нужно туда пойти. Ну, мне кажется, что и сообщать, и пугать, и одновременно развлекать, наверное, это нужно для того, чтобы достучаться просто до наших эмоций и чувств, и что-то открыть в нас новое. Конечно, каждый художник абсолютно, когда он создает свои произведения, очевидно, имеет перед собой ту или иную задачу, что он хочет сказать зрителю. И мы уже как-то говорили, что чтобы почувствовать то, что хотел сказать художник прям буквально, нужно иметь такой же опыт, такой же бэкграунд, такое же мировоззрение, как художник. Это невозможно, все люди разные. Поэтому, скорее всего, в каждой работе каждый увидит что-то свое. Главное уметь прислушиваться к себе и доставать из себя это свое. Ну что ж, будем учиться видеть то, что нам повествуют художники. Да, я считаю, это совершенно необходимый навык, особенно в наше непростое время, когда именно в искусстве мы можем остаться наедине с собой и, более того, узнать себя лучше именно при помощи искусства. На этом все. С вами была Наталья Ливанова и Мария Вилова. До встречи на канале. Я же в фольклоре 6 лет пела. Ну вот, давай. Ой, да во сне привидела